Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Татьяне Алексеевой. Она выпустила ролик под названием «И в этом моя прелесть». Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться на меня, если это возможно. Если это невозможно, значит вы на меня уже подписаны. Конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться и нажать на колокольчик. Ну а сейчас поехали. Вы знаете, я эту Татьяну Алексееву уже теперь смотрю очень долго. И я только одно понимаю все больше и больше, что она бескультурная и без образования. Знаете, почему я так думаю? Если образованному человеку скажут, вы сделали ошибку, то этот образованный человек скажет, окей, я сделал ошибку. Он не будет обижаться на другого человека, который сделал ему это замечание сделал. Он не будет на него обижаться. А наоборот, примет это к своему сведению и постарается исправиться. А у нашей героини Татьяны, она обиделась, потому что ей сказали, что она в заголовке 4 ошибки сделала. Вот так. Это был последний ролик или предпоследний ролик у нее, где она сделала 4 ошибки. Она сказала, она сделала эту ошибку специально. Так я спрашиваю себя, почему она сделала это специально? Чтобы побольше комментариев появилось, что не хватает комментариев и просмотров, что мало ее осуждают, что она так много ошибок делает, или в чем дело? Напишите вы в комментариях, ответьте мне на этот вопрос. Я, наверное, не понимаю чего-то. Ну и, конечно, если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, надо себя как-то в руки брать и говорить, окей, я пример другим людям. И чтобы другие люди тоже смотрели на нее и говорили, окей, Татьяна Алексеева приехала из Германии и даже ошибок не делает. Значит, мне как ученику надо тоже учиться. Например, если ее какие-нибудь ученики смотрят или дети какие-нибудь, что надо учиться и стараться, и русский язык лучше знать. Но для Татьяны Алексеевой это все равно. Она только может говорить, вы знаете, а почему вы не ругаетесь на людей, которые в МВД сидят? Они столько ошибок делают, столько ошибок делают, столько ошибок делают. Да, они делают ошибки, все правильно, Татьяна Алексеева. Но, Татьяна Алексеева, подумай, у них уже бумажка есть, что они полковники или они имеют право эту работу делать. А ты, Татьяна Алексеева, пока в России никто. Поэтому тебе надо стараться из себя что-то сделать, чтобы ты могла сказать, смотрите, я вот пишу эти ролики, и они у меня без ошибок, у меня все хорошо, у меня все прекрасно. Чтобы люди потом могли сказать, мы хотим быть такие, как ты, и мы хотим равняться на тебя, Татьяна Алексеева. Но мне кажется, тебе надо еще до этого расти. А потом она рассказала, что в Германии люди корректные, и они никогда не поправляют человека, если он что-то неправильно сказал. Да, Татьяна Алексеевна, ты права, люди в Германии не поправляют, но опять же, ты что-то забыла досказать. Люди в Германии только не поправляют, если они видят, что этот человек дуб дубом. Но если они видят, что этот человек старается и пробует, и разговаривает, если он делает ошибки или еще что-то, то они его поправляют. А потом она цитировала Жириновского. Я себя веду так, как я себя веду, а все остальное мне все равно. Вы знаете, тут она опять сделала ошибку. Она не понимает, что такое вести себя плохо и что такое делать ошибки в устной и письменной речи. А Татьяна Алексеева сказала, она будет вести себя так, как она хочет, и будет делать ошибки. Так это теперь надо понимать. Вы понимаете?
Вот такая у нас Татьяна Алексеева. А вам еще что-то рассказать про Жириновского? Жириновский был очень хороший в русском языке. Он разговаривал без ошибок и писал без ошибок. Русский язык он знал. И это нельзя отрицать. И Татьяна Алексеева не может себя ставить на одной ступеньке в русском языке с Жириновским. Ну и потом она сказала: если люди, вы меня хотите корректировать, да, поправлять, то вы должны осторожненько это делать и очень вежливо это писать, что вы меня хотите поправить. И не с таким нарывом, как некоторые там в комментариях писали. Я тоже читал эти комментарии. Да, некоторые там уже немножко сильно так наехали на Татьяну Алексееву. Ну а потом, когда она сказала про диагноз у ребенка, что, мол, русские врачи этот диагноз определили и поставили. Да, может быть, все правильно. Русские врачи поставили этот диагноз. Может быть, это было просто счастье. Но опять же, она сказала, что, мол, в Германии никто не нашел. Да, в Германии никто не нашел. Но в Германии она немножко и сама была виновата, что никто ничего не нашел. В Германии она могла к другому врачу пойти. В России она может так просто к другому врачу пойти или в другую больницу? Нет, не может, как я понимаю. Потому что если она приписана к одной клинике, она должна всегда в одну и ту же клинику идти. А в Германии, если тебе эта клиника не понравилась, или ты услышал, что в этой клинике совсем плохо, то ты можешь клинику поменять, врача можешь поменять, можешь еще что-нибудь поменять. Все ты можешь поменять. Знаете, это мне так кажется просто, как я вот сказал, уже было счастье, что она получила этот диагноз, и что этот ребенок теперь будет лечиться, может быть и не лечиться, я не знаю, что там будет теперь делаться. А в Германии она могла бы просто пойти к нескольким врачам, и может быть все нашлось бы. Ну а теперь я с вами попрощаюсь, скажу всего хорошего. Ну и, конечно, попрошу вас подписаться, написать комментарий, поделиться этим роликом. Ну и, конечно, нажать на колокольчик. До свидания.